Можно ли пересаживать орхидеи с растущими цветоносами и с еще не сформировавшимися бутонами? Такие вопросы очень часто задают в комментариях под нашими видео. И вот сегодня я думаю, что большинство из вас, друзья, ответят на эти вопросы, посмотрев это видео до конца. Всем привет! Итак, помимо этого мы еще... Прежде чем вы ответите на эти вопросы, посмотрим на орхидеи, которые мы пересаживали в один грунт, очень интересный, состоящий из двух органических компонентов. Вот сравним, как они себя чувствуют спустя где-то, наверное, месяца полтора-два. Ну и заодно мы вместе с вами воспримем эстетически красоту 5 зацветающих орхидей. Какие-то из них в первом цветении, какие-то уже во втором. И насладимся их красотой. Как вы уже поняли, некоторые из них здесь у нас на экранах. И вы их можете уже видеть. Итак, друзья, хочу напомнить, что буквально где-то месяца полтора назад я обязательно вставлю в верхнем правом углу вот сюда вот где-то, наверное, да, появится буква И маленькая в кружочке, на которую можно будет нажать, и всплывет ссылка на видео, в котором мы где-то, наверное, месяца полтора назад пересаживали 5 орхидей из транспортировочных стаканчиков, ну, из магазинных посадок, скажем так, с уже растущими цветоносами, специально вот ради эксперимента. Одно дело, когда теория, когда я рассказываю, другие блогеры рассказывают, отвечают на этот вопрос, можно ли пересаживать орхидеи с цветоносиками, что с ними будет, застынут они, не застынут, потому что бытует такое распространенное мнение, что орхидеи, которые начали уже тянуть цветоносы, очень часто, даже если переставив их с одного места на другое, и не говоря уже о пересадке, в большинстве случаев замораживают, останавливают рост цветоносов. Ну, замораживают, такой термин есть. Не в плане, что холодом его, а в плане то, что вот он остановил свое развитие. И вот мы ради эксперимента посмотреть на действительно ли это так, пересадили 5, друзья, 5 подростков, 5 орхидей в один день, в одном видео, прям от начала до конца, в одну и ту же посадку, с одним и тем же уходом и примерно в одном и том же развитии орхидей были. У каких-то цветоносик немножечко там маленький был, у кого-то у орхидеи, вот как у этой орхидеи, которую вы сейчас видите, вот такой вот нежно-фисташковый биглип, просто обалденный, вот такой вот красавчик, вот он нежно-фисташковый, он был без названия. Вот такой вот. У него уже был старый цветонос, и у него уже формировались бутоны. И вот раз мы уже с него начали, начнем, знаете, от плохого к лучшему. Вот теперь на него посмотрите, друзья. С момента пересадки у этой орхидеи был цветонос, на котором бутоны уже формировались. И старый цветонос, на котором тоже было, по-моему, 2 или 3 бутончика. Ну, вот примерно вот такого вот размера, как вы видите, вот, ну, скажем, вот с большой пальчик. С фалангу большого пальчика такие вот были цветоносики. И вот с момента пересадки вот до сегодняшнего дня орхидея смогла распустить только 2 вот таких вот цветочка. Один цветонос мне пришлось срезать после пересадки, потому что она его остановила. Старый цветонос с раскукленной последней почкой. Да, и из этой раскукленной почки было 3 бутона. Все эти 3 бутона стали отсыхать, я его срезал. И на новом цветоносе вот орхидея дорастила свой новый цветонос, сил хватило раскрыть вот 2 бутончика, а другой, вы видите, вот так вот она отсушила. То есть это самый худший вариант, какой выдала
орхидея вот из тех 5, что мы с вами пересаживали. Но именно эта орхидея, хочу сказать, что уже была на стадии формирования бутонов. То есть не растущий был цветоносый, а уже были бутоны. В видео пересадки этих орхидей можно будет подробно все посмотреть. Вот такой вот, друзья, интересный, очень роскошный биглипчик. Буквально на днях я покажу видео, где соберу несколько вот таких вот нежно-желто-фисташковых биглипов в первом своем цветении. Покупал подростками, и вот они наконец-то зацвели. Я сделаю такой обзорчик. Несколько биглипов, просто отвал мозга, арханутого мозга, друзья, отвал. Красота. Зашатаешься, да, вот я отдельно видео покажу, поэтому сейчас этот биглип я вот так вот вскользь показываю, без особого такого акцентирования внимания. И, значит, про посадку. Все 5 орхидей у нас посажены в грунт, состоящий из обычной, самой обычной средней и мелкой фракции коры, и второй компонент — это кокосовые чипсы, ну где-то примерно там 50 на 50 смешаны, и маховой фитиль у нас здесь в горшке, для того, чтобы можно было поливать эти орхидеи, в том числе просто наливая сюда в поддончик, и чтобы вода потом подымалась и распределяла влагу внутри горшка. Я специально черный цвет одеваю, темные цвета меня спрашивают, почему ты всегда в темном, это что, твой любимый цвет? Ну, во-первых, это на контрасте хорошо видать цветы на заднем плане, потому что когда либо красный, либо белый цвет одеваю, тогда картинка начинает затемняться, а сзади вообще ничего не видно. Поэтому вот темные цвета я одеваю исключительно для того, чтобы картинка была не темнело сзади и не темнело спереди. В общем, ради картинки, и чтобы на контрасте можно было разглядеть хорошо форму и цвет орхидей, которые я показываю. А так я бы с удовольствием и в белом бы сидел перед вами каждый день, и в красном, и в зеленом, но на темном фоне лучше видно орхидеи. Дальше. Значит, вторая орхидея, тоже биглипчик вот такой, это биглип тако, а если быть точнее, по-моему, орхидея называется Sister Taco, вот такая вот она тоже красотка, это ее не первое цветение, в прошлом году она у нас уже цвела, эта орхидея, будучи подростком, я ее не пересаживал, мне было интересно посмотреть, как она цветет. А вот такая вот красотка, у нее не такое большое было количество корней. Эта орхидея после пересадки дорастила свой цветонос, он еще не был с бутонами, дорастила цветонос, и вот она его раскрыла. Ну, вроде ни одного бутона не потеряла, но за это время после пересадки она один лист у нас отсушила. Этот лист у нее такой скорченный был с момента покупки. Именно с таким листиком она у нас... Я ее купил в прошлом году подростком. И вот такая вот она красотка. То есть я сейчас показываю орхидеи, друзья. Результат, да, после пересадки орхидей, а уже выводы вы сами все сделаете и ответите к концу видео на вопрос, можно ли пересаживать, и если пересаживать, то что будет с орхидеями. Так, третья орхидея из 5, уже получше, но у нас вот буквально день-два назад у меня вот здесь вот я обратил внимание, на кончике раскуклился кончик, и орхидея стала пытаться доращивать цветонос. Хотя первый у нее вот цветонос, вот такой вот биглип, сиренево-персиковый он на самом деле. Вот, такой персиково-сиреневый, что ли. Вот, вот такой вот с крапушками. Вот такой вот интересный. Он еще, цветы на самом деле еще не раскрылись в полную свою, в полный свой объем. Они только-только раскрываются. Поэтому это только сказать о настоящем цвете этого биглипа и о форме и размере еще рано говорить.
все посадки одинаковые. То есть, если вы видите, что вот третья орхидея, роста каких-либо корней у орхидеи не намечается, потому что орхидеи на момент пересадки активно растили свои цветоносы. Ну вот, собственно, они их дорастили. И теперь каждая в меру своих сил и индивидуальных особенностей раскрывают эти цветоносы. Так, это вот такая вот, друзья, четвертая орхидея пилоричного цветения, мультифлорного цветения. Это, друзья, Little Gem Strips пилорик. Little Gem Strips. Так, в сторонку сейчас я уберу. Четвертая из 5 орхидей, которую мы пересаживали. Видео можно посмотреть, пересадки. Там мы все вставляли бирочки, все эти орхидеи у нас там имеются. Вот такая вот она красотка. У нее, значит, в чем особенность этой орхидеи? В том, что у нее, значит, пилоричность в чем? В том, что два боковых лепестка и верхний, они с защипами, то есть защипы на трех лепестках у этой орхидеи, на боковых и на верхнем. И поэтому она вот такая, как получается, как звезда, что ли, такая вот интересная. Видите, вот верхний листик тоже с защипом. Боковые они представляют такой, как будто тюльпанчик не раскрывшийся, а еще и верхний, как это, у Элвиса Пресли чуб. Вот такая вот она интересная. Вот такой вот размер. Вот. Она у нас, скажем так, прям четвертая орхидея в более таком больше у нее листьев, и вид у нее такой, знаете, прям очень-очень неплохой. То есть пересадка для нее прошла, даже корни начали расти, если вы посмотрите. То есть, видите, а все делали мы одинаково, все процедуры абсолютно одинаковые с этими всеми орхидеями проделывали. И уход, и полив, и вот они все стоят в одном прям вот участке полки, вот здесь вот сверху. Ну, за исключением вот этой вот одной, я ее опустил сюда, как она раскрылась, ну, чтобы вот вы ее видели, вот здесь ее место, она стояла. Так, ну и последняя из 5 орхидей. Это, друзья, одна из нескольких леопардов, Aexin Spot леопардов, подростков, которые я покупал, желтых орхидей, ну вот такого вот типа. И сейчас я вам ее покажу. Сейчас я вам покажу. Чтобы вы понимали. Я уже в одном из видео показывал орхидею Aexin Spot Leopard, разочарование орхидею, которую мы разыграли под номером 190, да, как должна она была цвести и вот как она без пилоризма, то есть вот так вот стандартно она цветет. Это Aexin Spot Leopard под номером 190, которую мы в минувшую субботу на нашем канале разыграли в прямом эфире, вот эту вот орхидею. А это вот пилоричная, как и должна была, но вот мы ее пересадили. То есть вот две орхидеи, это вот они, две были. Одна вот только сейчас, вот так расцвела у нас перед Новым годом. А это вот так расцвела, видите? Я сейчас вам ее покажу, как она расцвела. Она необычно расцвела, у нее, значит, ну как сказать, симметрично, да, асимметрично. То есть по цветоносу с одной стороны у цветочка с правого цветочка правая лепесток раскрытый, а левый закрыт. А здесь наоборот, левый открыт, правый закрыт. Но фишка еще в чем? В том, что, сейчас я вам покажу, друзья, интерес какой. В том, что у этой орхидеи, в чем пилоричность? Так, уберу вот этот, чтобы не сломать. Это уже не мой, и это уже не моя орхидея. Вот, это уже чья-то. Значит, смотрите, в чем какая пилоричность. Значит, один лепесток повторяет вот этот вот губу, форму губы у орхидеи, видите, вот она губа,
у орхидеи. И лепесток в форме губы, боковой лепесток. Такие орхидеи называют трилипсами, да, 3 губы. Обычно у нее губа и 2 лепестка боковых в форме губы. Вот такие трилипсами. А бабочками называют именно вот такие вот раскрывшиеся лепестки с защипами в серединке. Вот у этой, друзья, орхидеи Aexin Spot Leopard интересный экземпляр. То, что, значит, один лепесток в виде бабочки, а второй боковой лепесток в виде губы. Вот, посмотрите, видите? То есть вот такая у нее пилоричность. Вот. Главное еще самое, что интересно, что с одной стороны цветоноса у нее в одну сторону бабочка, а с другой стороны цветоноса в другую сторону бабочка. То есть пилоричность очень-очень необычная, редкая. Такая, знаете, я бы даже сказал, эксклюзивная. Вот такая вот. Смотрите, какая прелесть. Aexin Spot Leopard. Ну, я уже показывал, как цветет Aexin Spot Leopard. В стандартном пилоричном цветении. Поэтому в одном из следующих видео, возможно, покажу мамашу. Я уже мамашу показывал. У нее остался еще бутончик раскрыть. Раскрыться должен. Вот он тут у меня слева от меня. И тогда я все Aexin Spot Leopard, все варианты окрасов и цветений я отдельным видео покажу. Ну, может быть, послезавтра. Вот. В общем, друзья, вот такая вот 5-я орхидея. Все точно так же посажено. Вот так корневая у нее торчит, выросла за это время корневая. Как сформировался у нее цветонос, как она начала его распускать, корни перестали расти, и орхидея вот так вот, видите, зацвела. То есть вот 2 орхидеям пересадки очень и очень, скажем так, не то что понравились, они просто их не заметили. Даже 3, да, как минимум 3. Вот, да, 3 орхидеям. Что же я говорю, 3 орхидеям. Вот, это Aexin Spot Leopard, Little Gem Strips, вот этому, и вот этому биглипу персиково-сиреневому биглипу. А первые 2, которые орхидеи я показывал, у них, некоторые такие произошли, скажем, реакции, я так думаю, что у одной орхидеи отсохла половина бутонов, а у второй орхидеи отсох один листик. Вот. Связано ли это с пересадкой, друзья, либо это связано еще с чем-то, это уже вы, я думаю, сами себе ответите на эти вопросы. Но результат вот он, вот такой. Мы пересаживали 5 орхидей с одинаково тянущимися цветоносами. Так, цепляюсь за камеру. Вот, с одинаково тянущимися цветоносами. Вот, сейчас я вам, вот они все. И результат сами видите какой. Вот они все 5 орхидей на ваших экранах. Фисташковый, Aexin Spot Leopard, Little Gem Strips с веснушками персиково-розовый. И в верхнем самом углу, вот здесь, тако. Интересный тоже такой, интересный. Вот он. Биглипчик. Вот так вот. Вот теперь все у нас тут. Вот такие вот, друзья, орхидейки. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.